Доброе утро, друзья. Уже рассвет, солнышко выходит. Раньше не хотелось вылазить из спальника. Прохладно, нос, уши мерзнут. Но солнце выходит. Сейчас будет тепленько. Фидерная снасть. Это донная снасть. Я ж так понимаю. Нет, фидерная дословно с английского фидер это кормушка. Ну, донная кормушка, то есть это донная снасть получается, так? Ну, То есть, я говорю, дословно фидер это кормушка. Ну, как бы слово дно или донное там не присутствует, но как бы если ты ловишь с кормушкой, то, наверное, это подразумевает, что она лежит на дне. Если не считать, что есть какие-то плавающие кормушки, то тогда да, донная. ну, то есть, я что хотел сказать? Я хотел сказать то, что в принципе вот, вот это тоже это фидерная снасть. То есть, что Кормушка кормушка, да, это, да, фидерная можно снасть. сказать, что То есть, фидерная. что и это, любой дальний заброс, который мы называем дальний заброс или на фидер, то есть это все называется фидерной ловлей. Ну, не любой, скажем, можно дальний заброс забросить просто с грузом, как донку обычную. Да. Это То уже есть не это тут. будет фидером, Почему? потому что там нет кормушки. Как нет кормушки? Там есть кормушка. Раньше мы забрасывали. Ты ловил раньше рыбу? На донку Раньше? просто груз и все. Может быть просто Не, оливка на леске и все. не, ну это может быть. А вообще только там кормушка. Вот мы забрасывали, мы сами делали обычную пружину, крутили, на нее наматывали Ну так при чем? хлеба Ну это кусок. кормушка. Что? Да, А есть это, просто, и забрасывали я рукой. Вот понимаю. она получается, фидерная снасть получалась. Смотри, что помощничек делает. Это как какие-то. Это вредитель. Он думает, что он помогает, как раньше. Думает, я копаю, я хороший. Просили ямки под столбы делать. Вот, пожалуйста, вам. Все камни, все это, что трамбовали, Свой среди чужих, чужой среди своих, да? Да. Карлос, прекращай. Юра, она вот такой длины, как палочка. 2 чурки надо. 2 штуки вот сюда. Друзья, у нас авария. Пила приказала долго жить. Причем вчера допилил чурочку, допилил и положил, оставил ее. Не знаю, вроде и росы особо с утра не было. Непонятно, как она вышла из строя. Сейчас, если найду подходящую отверточку, разберу, посмотрю, может быть, что-нибудь банальное. А если нет, то это нехорошо. Мы планировали даже остаться еще на одну ночь, чтобы побольше успеть. Но без пилы хуже. Ну, доложим все чурки, которые есть. В общем, сейчас разберу, будет видно. О, отверточка подошла. Алексей решил все-таки разбирать ее. Нашли инструмент. Там у меня в сумке был, я брал с собой. Поэтому сейчас мастер электрик начнет разбираться с пилой.
Главное, чтобы был хороший мешок, чтобы потом все запчасти туда скинуть и забрать. Потому что разбирать я очень хорошо умею, а вот собирать уже хуже. Тогда надо яму поглубже выкопать, чтобы хорошо ее туда все сложить и оставить. Потому что такие, здесь может быть в этой пиле два варианта. Или накрылся просто-напросто двигатель, просто раз вышел из строя, или что-то может быть с электрикой. Ну да, тут не поспоришь. Тут 50 на 50. Вот так вот. Либо Да. динозавра встретишь, либо не встретишь на улице. Естественно. То ли проснешься, то ли не проснешься. И сколько там 50% на то, что проснешься, или 10% на то, что проснешься, или динозавра встретишь. Это или встретишь, или не встретишь. То есть 50 на 50. Ну что, разобрать разобрал, но максимум, на что я здесь способен, это убедиться, что все проводочки на месте, ничего не отпаялось, не оторвалось. Собственно, так оно и есть, все на месте, ничего не отвалилось. Поэтому можно собирать обратно и везти домой. Как вы поняли, пилу восстановить не получилось в походных условиях. Есть, если честно, сомнение, что ее и дома удастся оживить без специалиста. Кстати, а ты где эту пилу брал? Это неизвестный пока продавец был. Покупатель, гарантия на нее много. Года 2 была, наверное. 12. 12 месяцев. 12 дней. Поэтому сейчас перекинем все оставшиеся нарезанные чурки. Возможно, будут какие-то размеры подходящие на углы, там нестандартный размер. Ну и положим все, что возможно на сегодняшний день. А некоторые делают глиночерку вообще из колотых дров. Прямо вот таких вот. Они тогда укладываются так, ну, с меньшими щелями, что ли. Так что ты предлагаешь, я не понял. Дрова поколоть еще. Не, еще А я думал, дрова колоть. от этого плюс, что здесь бывают такие вот расколы прямо сквозные. А они поэтому их колят. понятно. Да. Ну и да, расколов этих нету, да? Нету щелей. Воздух не проходит. Согласен. Вчера так и не пожарили мясо, заготовочки в фольге. Будет сегодня на обед.
кстати, какая глина хорошая. Вся раз и камушков нету практически. Еще минут 5 мясо будет готово, будем завтракать. А пока я, кажется, догадался, почему пила вышла из строя. Что конкретно в ней поломалось. Может быть, вы помните в начале видео, когда я начинал резать пилой, пилить, она останавливалась. Хотя раньше за счет редуктора там можно было очень прилично давить, и практически невозможно ее было остановить. Ну, это громко, конечно, можно остановить, но она очень хорошо, крутящий момент был. А вот в начале сегодня, вернее вчера, она несколько раз остановилась ни с того ни с сего. Но потом продолжила уже более-менее нормально работать. Вот. И скорее всего проблема в плате управления, которая вот это вот отключает, в защиту уходит. Ну, в общем, что-то там происходило. Я думаю, что если есть возможность найти такую плату, или, может быть, заменить там какой-то элемент, в общем, попытаюсь дома разобраться. Вот. Но сомневаюсь, что я успею к следующему походу, что, может быть, возьму вторую, которая из болгарки. Тяжелая зараза. Юра издевается, под нос мне конфетки выкладывает, проверяет, насколько меня хватит. Так, рыбку ты будешь вчерашнюю жареную? Нет, я буду сегодняшнее мясо. Так, Алексей запек мясо, балычок тут какой-то. Сейчас мы его распакуем. Так, Домашняя заготовка. да, без ножичка обойдемся. Видишь, у меня не только такие помидорки растут. Ну да, это уже хороший помидор. Так, все, друзья. Приятного и вам аппетита, приятного вам завтрака. И мы будем тоже завтракать и продолжать работу. Так? Так. У Юры что-то клюнуло, побежал вытаскивать. Снова рыба не дает нам поесть. Тут одна мелочевка, тут что-то вроде прямо зазвенело. Юра, подожди, дай посмотреть. Ну такой подлещик. Ну вот, уже хотя бы на рыбку похоже. А Ну то да. все мелочевочка. Такой. И сейчас мы его... Ух ты, пошел. Отпустили. Пусть идет. Вот. Опа, еще один. Посмотрим, может плотва крупная. Может плотва крупная, А может не крупная. а может не крупная. Так и есть. А жил лещ. Кто придурился, вроде он помер. Такой вроде, я думаю, чиповерчиш. А это смотри, так и норовит выскочить. Юры, говорю, клюет, колокольчики звенят. Потом вспоминаю, что удочки-то не заброшены. Смотрю, а то Карлос там клюет. Ты что там, решил кормушку сожрать, что ли? Или водичку ходил пить? Погодка сегодня замечательная. Солнце, тихо. Пожалуй, половлю немного рыбу, да позагораю.
Многие пишут в комментариях, что не любят ловить с бубенчиками. Я тоже не люблю с ними ловить. Но когда чем-то занимаешься, а не постоянно сидишь возле удочек, приходится их устанавливать. С большим бы удовольствием целый день просидел бы в кресле у водоема и ловил бы рыбу. Но думаю, вам бы это было не очень интересно. Ну вот колокольчик подсказывает, что кто-то клюет. Что-то совсем маленькое. Обратил внимание, что многие камыши, которые я накосил в прошлый раз, при транспортировке стали ломаться. Вот я их переношу куда-то из кучки в кучку там. И давай размышлять, в чем же дело. Думаю, может быть, это вот это пограничное такое состояние между сухими и мокрыми, и они такие становятся мягкими, хрупкими. Думаю, что не стоит, наверное, их сейчас переносить, подождать, пока досохнут. А потом до меня дошло. Я посмотрел вокруг, увидел следы и понял, что это какая-то свинья просто проходила и просто потоптала ногами, поломала их просто-напросто. Потому как дальше, где следов нету с копытцами, там все в порядке, они достаточно прочные, как и всегда. Не дает рыбка поработать. О, это уже что-то побольше немного. Завела куда-то в траву или в коряжку рыба. Не сказать, что огромная, но явно больше, чем плотва, которая попадалась перед этим. Какой-нибудь лещ, подлещ. Отпустил немного леску в надежде, что он выйдет из своего убежища и потом удастся его таки дотянуть. Вот так уже отработана технология. Сразу в садок.
Пойдем. Рыбка поклевывает, но нужно сделать еще один замес. Глиночурок пока хватает. И в любом случае, когда будем уезжать, нужно, наверное, сделать тоже замес, чтобы настаивалось, напитывалось. В следующий раз уже будет готовый раствор. Какой необычный корешок нашел в глине. Опять клевала, что ли? Да, что-то там, да, что-то клевало. Там уже такой прямо рассыпчатой глины и нету. Такая больше кусками. Да я видел, я сейчас выбирал камушки оттуда. Камней камушки. много попадается уже. Ну, если он где-то там между бревнышек и полезет, ничего страшного, убрать его отсюда прямо можно, если мешает. А если не мешает, то пусть лежит. Тут жор начался, на 2 удочках клюет. У меня тоже вот тут подлещик зашел туда в бровку или куда-то. Постоял, я отпустил его, поставил удочку, и он вышел. И я его дотянул. Сейчас вышел вроде бы как. Он с другой стороны, по-моему, лез. Нет? А, нет, с этой стороны. Карлос уже обживает место. Знает, что у меня там кровать будет. А у него там будка под кроватью. Обычно котов пускают первых в новый дом. А тут Карлос еще даже стен нет, а он уже себе место нашел. Тут домики каких-то насекомых. Но уже пустые. Подойдет? Да. Только что почитал комментарии. Многие зрители пишут, что камыш очень пожароопасный материал и так далее, что не стоит из него делать крышу. Я это, само собой, как бы сам понимал. Вот. Но смысл в другом. Мы еще толком ничего не построили, но уже намечается первая перепланировка. Вот в чем смысл. Двери у нас планировались вот здесь, в этом углу, а печка, соответственно, здесь, в этой стороне. Но вот какая проблемка. Ветер постоянно дует с водоема в сторону леса, а наоборот из лесу туда ветер дуть не может, потому что он не продувает столько деревьев и листвы. В общем, лес защищает с той стороны от ветра, а сюда ветер постоянно. В общем, получается так, что печка в этом углу, дымоход где-то выходит вот в окошко наверх, и искры могут просто-напросто через всю крышу попадать куда-нибудь в крышу, где-нибудь да найдут тот самый камыш, который может загореться. Так вот, двери нужно установить с этой стороны, для этого нужно закопать еще один столбик. Вот. А здесь будет стоять печь в этом углу. Все как положено, с пожарной безопасностью. По 10 сантиметров
от каждой стены. Плюс какие-то негорючие материалы будут на стене, чтобы не было как морозной ночью. Здесь у меня загорелся столб, было задымление серьезное, я еле продышался после этого. В общем, вы поняли смысл. Сейчас убираем эту укосину, распорку, ставим новый столбик. В общем, продолжаем работы. Правда, пока без пилы будет не очень удобно, но я вроде как нашел подходящий размер для столбика. Получается. Что? Нет, ну как раз сюда и получается на 82 вот здесь. Так? Не знаю. Да, вот так, 82. 81,5, 52. Застынет будет. Отлично. Все, столбик установили, новый проем дверной готов. Укосину пока не можем закрепить, потому что нет пилы. Ну ничего, в следующий раз сделаем это быстро. Пойду косить камыш. Вспомнил, как мой кум все время говорит: иду косить. Он берет косилку и потом прячется где-нибудь в огороде с пивком там. Вот. И сидит потихонечку там. Иногда может пожужжать, чтобы жена услышала. Вот. Вот это для него любимое занятие — косить. Так что, обедаем. Обедаем. На тебе широкую ложку, чтобы сюда не залазило. Я взял, чтобы чистить. Согласен. Да, туда налазит. Друзья, еще раз вам, как говорится, приятного аппетита. И нам тоже. Друзья, вот так выглядят первые кирпичики. Пусть немного неаккуратно, но это, так сказать, первый опыт. Специально выбрал эти стены, потому что задняя стена будет, это, так сказать, повернись, избушка к лесу задом. Вот. А эта стена там, где будет дровник. То есть будет навесик, и там сложены дровишки. Поэтому все огрехи будут незаметны. Вот. А в принципе, мне очень даже нравится. Хоть и работал без мастерска и так неаккуратно, глина довольно долго сохнет. В следующий раз мастерком все это срежется и подштукатурится. Я думаю, что в любом случае еще будут трещинки. Еще нужно будет подштукатурить потом, после того, как подсохнет. Вот. А так, в общем и целом, мне все нравится. Камыш заготовили.
Чурки еще остались. Нужно будет что-то решить с пилой. Сомневаюсь, что самостоятельно я ее починю. Да и в принципе давно хотел что-нибудь более мощное. Но тоже опять же аккумуляторное. Так как аккумуляторов у меня уже довольно много. И можно будет работать продолжительное время. Вот, дверной проем тоже перенесен. Планы на следующий поход: скорее всего сделать крышу. Есть старый линолеум, который по идее должен сюда хватить. Так, в притирочку можно где-то что-то подсунуть, дотачать, но должно получиться. А линолеум материал плотный, должно его хватить надолго. Не так он к веткам, то есть боится пробоин, явно лучше, чем полиэтилен. Короче, хотим сделать крышу в следующий раз. Ну и продолжать, конечно же, стены. А стены, по большому счету-то, вот эта глухая стена и вот эта, если их две закончить, то это уже процентов 70 всей работы, потому как здесь два больших окна, только внизу тут понемногу доложить, здесь двери, тоже окно, в общем, такие вот дела. Друзья, будем на этом с вами прощаться. Всем мира, здоровья и добра. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока.